Привет, я Наташа, вы на канале Наташа Связана. И сегодня у нас такой необычный новый формат. Эта рубрика будет называться «Что связать?». И сегодня мы будем выбирать, что же нам связать среди сумок, среди такого большого многообразия сумок, которые есть, которые присутствуют. И мы с вами будем смотреть картинки из Пинтереста. То есть это такой... Я бы не сказала, что это разговорный формат, это скорее разговорный формат, в котором мы будем смотреть на разные представленные варианты картинок и разные представленные варианты изделий. Я надеюсь, что вам этот формат понравится и что вам будет интересно наблюдать со мной разные необычные изделия, связанные крючком или спицами. Но сегодня у нас сумки, поэтому сегодня в основном будем крючком смотреть изделия. Соответственно, наливайте себе чай, наливайте себе кофе, сок апельсиновый, воду, что вы хотите. У меня сегодня Липтон. Вот. И будем смотреть с вами разные сумки. Я надеюсь, что этот формат вам понравится. Это новый формат на этом канале. Если он вам понравится, пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Также, если вы не первый раз на этом канале, пожалуйста, не забудьте на него подписаться и не забудьте поставить колокольчик. А также обязательно пишите в комментариях, о чем вы бы хотели увидеть в следующий ролик. То есть, если вы хотите, чтобы мы посмотрели с вами картинки, например, не только сумок, но и каких-нибудь кофт или топов, или, я не знаю, каких-нибудь изделий для дома, то тоже обязательно пишите об этом и будем вместе с вами смотреть картинки. Я буду все это время смотреть в ноутбук вот сюда. У вас картинки будут появляться где-то вот здесь. Надеюсь, что у нас все получится и всем все будет видно. Ну а мы давайте не будем затягивать и будем начинать смотреть. И давайте начинать смотреть. Начать я хотела бы с вами с пляжных сумок, потому что у нас скоро лето, скоро будем с вами все отдыхать на пляже. Надеюсь, что кто-нибудь будет, надеюсь, что я тоже буду среди числа этих людей. И поговорим про пляжные сумки. Здесь, например, я хотела сначала показать вам вот такой вариант. Это сумка, связанная из, мне кажется, это хлопок, и связанная она узором сетки. В чем здесь она мне нравится? В том, что у нее узор сетки связан не вот таким вот крупным форматом, который может быть, где у вас что-то может вываливаться через нее или что-то сильно там просвечивать, а это меленькая сетка, и у этого есть несколько плюсов, то есть визуально это выглядит как будто бы сетка, потому что это она и есть, но нет вот этих вот минусов того, что у вас там через авоську может что-то выпасть, вот как вот эти вот форматы обычных авосек, через которые что-то может там вываливаться, если это не апельсины, то это может вывалиться, а здесь нет, вы можете спокойно положить, полотенце в любом случае вы можете спокойно положить, вы можете спокойно положить очки и какие-то еще другие вещи и спокойно идти на пляж. Таких форматов здесь. Дальше по поводу пляжных сумок я бы хотела еще рассмотреть сумки из джута. Джут — это другой вариант пляжных сумок, из которого вяжут пляжные сумки. Это, по-моему, что-то связанное с пальмой. Я вообще могу быть не права, из чего джут делается. Я единственное, о чем могу сказать по поводу джута, что я точно могу сказать, это то, что из него вязать очень больно. Это вот то, что я могу вам гарантировать. То есть визуально это, конечно, смотрится все классно, но из-за того, что у него не скользящая нить, из него очень больно вязать. Может быть, это у меня такие руки нежные, и я такая неженка, но вроде как нет. Я слышала, что не только мне больно из него вязать, но и многим вязальщицам и вязальщикам тоже. Но визуально это выглядит прям очень классно, мне нравится, как это выглядит. То есть если бы я решала, из чего связать, то из джута прям отличный вариант. И, собственно, из джута это как раз-таки один из многих вариантов сумки, которую можно взять с собой на пляж. И здесь уже, как видите, узор не сетка, это узор, это
Мне кажется, это столбики без накидов она связана. И еще давайте посмотрим еще вот такой вариант, тоже визуально очень классно выглядит. Это, наверное, тоже сумка околопляжная. Я бы сказала, что это вариант, который связан на фабрике, но я вот здесь вот вижу комментарии, и здесь пишут комментарии, что как научиться такое вязать. Так что, скорее всего, это девушка, которая вяжет эти сумки руками. Но выглядит прям очень классно. Здесь главная особенность то, что она связана мелким крючком, довольно тонкой пряжей. И самое главное то, что здесь крючок, здесь плотность вязания, она большая, и точнее маленькая плотность вязания, и поэтому у вас сумка выглядит довольно плотной, и она из-за этого не разваливается, не ходит вот так туда-сюда ходуном, и из-за этого она выглядит более фабричной. Вот еще такой вариант сумки, тоже около пляжный вариант, мне кажется, именно по форме она выглядит как пляжная, и тоже она связана и с джутом. Эта сумка тоже связана руками, ее можно приобрести. Ну и связать ее тоже можно, соответственно. Дальше переходим к подобного формата сумкам, только уже не пляжного формата скорее, а городского. Почему это выглядит, как мне кажется, более по-городскому? Потому что здесь именно визуально добавляется за счет этикетки. Здесь из-за этикетки выглядит, что это более такая, опять же, фабричная сумка. И из-за вот этих вот деталей, которые здесь золотые или серебряные детали, она выглядит более фабричной из-за этого. По поводу цвета этих сумок, мне кажется, что черный вариант не очень подходит, потому что сейчас попробую объяснить свою мысль, почему мне кажется, что вязаные сумки лучше смотрятся в формате ярких цветов, чем в формате черные, ну то есть яркие либо светлые цвета. Сейчас поговорю именно про яркие цвета, поскольку мне кажется, что черный цвет — это цвет сумки, которая супер базовая, которая не привлекает к себе внимания. А с сумкой, которая у тебя вязаная изначально, это изначально так себе идея, потому что она в любом случае будет привлекать внимание. То есть, если у тебя нет цели покупать черную сумку по той причине, что ты ей не привлекаешь внимание, то все окей. Если у тебя есть цель, что ты покупаешь черную сумку в качестве базовой, то все-таки вязаная сумка базовой быть не может никаким образом. Для меня. Для кого-то может быть, но мне кажется, что это не тот вариант. И поэтому мне нравятся варианты этих сумок в формате, где это яркие цвета. Почему яркие цвета? Потому что она сама по себе привлекает внимание, потому что все такие: вау, это вязаная сумка. А еще плюс ты добавляешь вот этой акцентности при помощи еще и цвета. И из-за этого оно выглядит вдвойне выигрышно. Мне так кажется. Я никому не настаиваю, никому не навязываю своего мнения. Далее давайте посмотрим вот еще один вариант. Мне нравится, как выглядит это визуально. Опять же таки, я бы сделала ее либо цветной, либо другого цвета, либо какого-нибудь светлого, либо яркого. Но выглядит тоже очень классно. Также, мне кажется, это связано столбиками без накида, наверное. Я, если честно, на черном очень плохо это вижу, но выглядит прям очень классно. И, кстати, вот эта сумка на лето может быть довольно обычной, то есть с обычной одеждой ее можно носить, и мне кажется, она будет выглядеть довольно аккуратно. И еще вот такой вариант. Почему вот этот вариант мне больше нравится, чем предыдущий? Потому что она связана из более плотной пряжи, точнее, из более толстой пряжи. И, соответственно, она смотрится сразу более собранной. Я не знаю, как еще по-другому это объяснить, но вариант, когда сумка связана из мелкой пряжи, он все равно более такой расслабленный. А вариант, когда сумка связана из более плотной пряжи, из более толстой пряжи, то кажется, что сразу она собранная и сразу она более такая
фабричная. И раз уж мы заговорили про сумки, которые более фабричные, которые более собранного формата, как-то так еще можно это назвать, это сумки с явными бортиками. Вот такой вариант здесь можно предложить. Сейчас я вам покажу еще варианты из другого цвета, то есть такого же формата, просто другого цвета. Вот, например, вот такой вариант. Мне нравится, что она бежевая, и мне нравится, как она визуально выглядит. И мне очень нравится вот этот вариант вот этих сумок, где у них именно такие жесткие бортики. Вот такой вариант. Мне не нравится здесь косичка, мне не очень нравится, как это оформлено, но в целом, мне кажется, неплохой вариант. Я где-то еще находила, естественно, я еще находила где-то другие сумки, но что-то я куда-то их потеряла, поэтому не могу вам показать сейчас. И теперь давайте перейдем к сумкам, которые связаны из толстой пряжи. Здесь очень много будет вариантов, например, вот подобные варианты. Мне в чем нравится то, что это связано из толстой пряжи. Самое главное, почему мне это нравится, потому что много времени освобождается свободного в том плане, что вязать эту сумку час-два, мне кажется, потому что это очень толстая пряжа и визуально выглядит прям очень прикольно. Но главное, что вязать ее очень быстро. Я, если честно, не очень понимаю, что это за узор, но это какой-то именно узор, то есть не столбики без накида. Вот такой вариант сумки тоже. Это, наверное, летний вариант, хотя она из толстой пряжи, то есть, казалось бы, из толстой пряжи должен быть какой-то зимний вариант, но нет, это летний вариант сумки из толстой пряжи. Визуально выглядит очень прикольно. И давайте еще вот такую сумку посмотрим. Здесь, как видите, уже и толстая пряжа привлекает внимание, и цвет яркий привлекает внимание, и еще и узор акцентный. Но мне кажется, что это прям очень классно выглядит. Я бы, кстати, вот такую сумку бы я носила. Такой у меня стиль. Мне прям очень нравится. И касательно еще подобных вариантов, вот здесь уже он не такой яркий, и здесь уже не из такой толстой пряжи. Я немножко скачу по категориям, но я надеюсь, вы мне это простите. Здесь, как видите, уже ручки еще и присоединены. Это ручки, я так понимаю, что это металлические какие-то специальные ручки, которые сверху обшиты, обвязаны крючком. И еще здесь, видите, дополнительно сделаны вот эти вот крепления под ремешок. То есть она выглядит максимально городской. То есть вы ее можете использовать в своем гардеробе в городе абсолютно спокойно. И давайте еще посмотрим еще несколько вариантов. Вот этот вариант вообще просто моя любовь. Это тоже сумка, связанная из толстой пряжи. И мне очень нравится, как выглядят здесь ручки. То есть это выглядит как, наверное, как клатч. Но я бы вот точно такую сумку носила, потому что визуально она выглядит прям классно, и сами ручки тоже выглядят очень интересно. То есть это получается у вас такой как клатч, косметичка, в которой внутри проделаны дырки под отверстия под ручки. И здесь, наверное, главная особенность этой пряжи, точнее этой сумки, чтобы пряжа, из которой вы вяжете, она не была сильно растяжимой, потому что если это будет пряжа, которая тянется, то она не будет держать форму, и у вас ручки вот так вот вытянутся, а это не очень прикольно будет смотреться. Поэтому, мне кажется, тут надо использовать пряжу какую-то, которая будет хорошо держать форму. И еще давайте вот посмотрим вот такой вариант тоже похожего формата, но здесь уже по-другому ручка связана, но узор здесь похожий, и пряжа, скорее всего, какая-то либо та же самая, либо тоже похожая. Вариант, возможно, это одна и та же мастерица или мастер связал, поэтому, да, выглядит визуально прям очень прикольно. И давайте быстренько перейдем еще к одной категории, это сумки, связанные спицами.
Это очень редкое явление, насколько я нашла в интернете. Я посмотрела, очень мало вариантов с этими сумками, но я просто визуально посмотрела, и я узнала этого дизайнершу. Это Хоуп, забыла, как ее зовут, Хоуп Маклей, может быть, кто-то знает. Это, в общем, та вязальщица, та дизайнерка, которая создавала вот эти вот кардиганы. Она первая начала делать вот эти кардиганы из очень толстой пряжи с цветными разноцветными вставками и с швами наружу. Вот, и она же создает вот такие вот сумки. Но мне кажется, что это связано с спицами. Возможно, это связано крючком с имитацией спиц. Но поскольку у нее все кардиганы и все остальные изделия связаны с спицами, мне кажется, и сумки тоже связаны с спицами. Единственное, в чем особенность, я не очень понимаю, куда их носить, потому что у нее все изделия связаны из стопроцентной шерсти. То есть у нее есть топы, которые связаны из стопроцентной шерсти, сумки связаны из стопроцентной шерсти, поэтому это точно не летний вариант, а именно какой-то вот зимний, осенний. Но, кстати, зимой, осенью это, наоборот, мне кажется, очень прикольно выглядит, когда все вокруг такое серое, некрасивое, и тут вы идете такая красивая с оранжевой или зеленой яркой сумкой, и все такие на вас смотрят, и вообще супер кайф. И теперь давайте еще посмотрим. Уже мы в конце, уже заканчиваем, не переживайте. И давайте еще посмотрим на сумку. Это сумка, мастер-класс, на которую я хотела сделать. Не говорите мне ничего про сумку сердца. Я помню, что я обещала. Но что-то не так пошло. Вот такой вариант сумки. В чем она мне здесь нравится? Мне нравится ее форма, то, что она необычная, и мне нравится, как она необычно связана. То есть, видите, она здесь связана сначала поперек, идет, вывязывается стенка, потом вывязывается сверху, надвязывается уже горизонтально вот эта вот часть сумки, а потом она подвязывается сбоку и вывязывается по верху вот эта вот ручка. То есть прикольно это выглядит, необычно, и сразу у вас вывязывается вот эта ручка, и она довольно толстая получается. И визуально выглядит необычно именно с точки зрения того, что это не просто какие-то тоненькие ремешочки, а именно такой вот большой толстый формат самой ручки. И из такой же формы давайте еще парочку сумок посмотрим. Тоже, видите, здесь я уже не очень понимаю, как она тут связана. Дико извиняюсь, у меня уже на 20-ю минуту, или сколько там пришло времени, чуть-чуть садится голос. Но, как я уже сказала, мы уже заканчиваем. Вот такого вот формата сумка, тоже похожая. И мне здесь, опять же, нравится ее форма. То, что она визуально перетекает из основной части сумки в ручки и так далее. То есть это такое какая-то единая конструкция. И вот, например, такой еще вариант. На самом деле таких сумок большое количество вяжется, и мне прям очень визуально это нравится. И в конце я бы хотела проговорить парочку важных моментов, как сумки вязать, чтобы у вас они смотрелись визуально более фабрично. Есть один самый главный лайфхак. Вы берете пряжу потолще, а крючок поменьше. Зачем это делается? Затем, чтобы у вас сумка более собранная смотрелась. То есть в каких-то аксессуарах немножко неаккуратно смотрится, когда у вас расхлябанное вязание. То есть понятно, что кому-то это может нравиться, этот стиль, но именно в сумке, кажется, хочется, чтобы она смотрелась плотненько, она держала форму. А чтобы она держала форму, у вас должна быть плотность вязания, она должна быть высокая. Соответственно, вы берете крючок поменьше, и в таком случае у вас петелечки складываются одна к одной. То есть даже если вы недавно начали вязать, если у вас пока все не ровненько, не аккуратненько, во-первых, это нормально, это у всех так было, у меня тоже так было, и иногда до сих пор у меня тоже что-то там получается неровно, неаккуратно, но именно вот такой вот лайфхак, он спасает. И тогда у вас визуально будет все выглядеть намного лучше и намного красивее. В общем, я думаю, что это все. Я думаю, что мы с вами заканчиваем это видео. Я надеюсь, что вам понравился этот формат. Он такой вот для меня необычный, новый. Я до этого никогда ничего подобного не делала. Надеюсь, что вам это очень понравилось. Мне очень понравилось. Мне было весело смотреть с вами Pinterest. Мне было весело
вам что-то рассказывать на тему своих мыслей касательно сумок, касательно пряжи, касательно вязания. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментарии, что бы еще мне разобрать, какие бы еще варианты вязаных изделий мне посмотреть на Пинтересте. Так что буду внимательно читать ваши комментарии и отвечать на некоторые из них, и, возможно, даже выпущу следующее видео по вашей тематике. Поэтому всем спасибо, всех обняла и пока-пока.